Всем привет, меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале Как похудеть. Что съесть для того, чтобы похудеть? Вопрос частый, и у меня на него много вкусных ответов. Сейчас мы с вами приготовим простой, быстрый, вкусный летний ужин, который, если вы будете готовить почаще, похудение, ну и просто отличное самочувствие и шикарный ужин гарантированы. Начинаем. Как всегда, все просто и быстро. Для ужина нам понадобится полкило куриного филе. Я его сначала нарезаю на достаточно крупные кусочки, а затем буду нарезать на более мелкие. Куриное филе я уже отправила в мисочку. На полкило нам понадобится для маринада 2 столовые ложки соевого соуса. И еще я немного по вкусу поперчу. Теперь нам остается перемешать. Мясо солить не нужно, потому что соевый соус уже достаточно соленый. Если вдруг будет необходимость, я по приготовлению досолю по вкусу. Еще вы часто спрашиваете, почему ты все время ешь курицу. Во-первых, потому что просто привыкла. Ее любит вся моя семья. Младшая дочь, кстати, вообще у нас не ест красное мясо. Так привыкла. Конечно, мы иногда готовим индейку и рыбу. Но рыбу, которую я люблю, стоит дороговато. Индейка тоже, я думаю, в магазинах ценники вы видели. Поэтому курица нас так и привлекает тем, что она готовится, правда, очень быстро. В течение 5 минут можно приготовить куриное филе. Доступно во всех магазинах. Недорога по цене и, конечно, тем, что она подходит всем членам нашей семьи. Вы по своему вкусу можете использовать любое мясо. Звучит как анекдот, но такое бывает: нежирную свинину, либо молодую какую-то телятину, тоже нежирную, баранину, рыбу, в общем, все, что нравится именно вам и вашей семье. В нашей семье все привыкли и с удовольствием едят курицу. Продолжаем готовить. Пока сковорода разогревается, я нарезаю одну луковицу. Сначала разрезаю вот так вот на полосочки, а затем режу мелким-мелким кубиком. Загружаем лук в разогретую сковородку. Уже все шкварчит, это то, что нужно для нас. Теперь я распределяю по всей поверхности сковороды наш лучок, чтобы он начал золотиться. Сладкий перец у меня 2 штучки. Нарезаю сначала вот такой соломкой, затем нарезаю мелким кубиком. Соединяем кубики перца с луком. И все сейчас перемешаем для того, чтобы овощи готовились равномерно. Еще у меня есть 300 граммов молодой капусты. Ее нарезаю сначала вот так полосками, а затем мелко шинкую. Крупные кусочки капусты нам не нужны. Отправляем капусту теперь тоже в сковородку. Я сейчас все перемешаю еще раз. Прибавлю огонь до среднего, потому что наш ужин быстрый. И, соответственно, таким образом мы ускорим приготовление нашего ужина. И еще сразу тоже немного поперчу овощи, для того, чтобы от перчика остался только аромат. Прошло 5 минут, газ я убавила до минимального. Добавляю 100 мл воды. Еще добавляю 2 вот такие щедрые ложки сметаны. Сметана у меня 20% жирности. Наш ужин будет в белом соусе. Вы по желанию и, естественно, по наличию ингредиентов можете использовать томатную пасту, либо просто перетереть томаты на терке. Сейчас мы все это дело перемешаем. Соус я довела до кипения. Загружаю туда наше куриное филе. Оно как раз за то время, пока мы все готовили, отлично замариновалось. Курочка будет сочной и вкусной. Теперь все хорошенечко перемешиваем, для того, чтобы наша курица заготовилась. Наш ужин вкусно шкварчит. Накрываю крышечкой и оставляю на 5 минут на среднем огне. 5 минут прошло. Курица уже почти совсем готова. Добавляем наш последний ингредиент. Это 200 граммов отварного риса. У меня рис круглозерный, самый обычный. Вы можете использовать длиннозерный, в общем, любой рис, который есть у вас дома и который вам нравится. Или который вы отварили и не доели. Теперь еще присаливаю по вкусу, потому что капуста сладкая, перчик сладкий. И все это дело хорошенечко перемешиваем. Выключаю газ, накрываю крышкой и оставляю на 5 минут для того, чтобы все вкусы и ароматы смешались. Время нашего ужина настало. Мы с вами приготовили ужин буквально за полчаса из самых обычных, привычных продуктов, но используя соус, сочетание овощей, мяса и риса, получаем простое, вкусное и действительно полезное блюдо здорового питания. Приятного аппетита!
Это блюдо для меня является таким быстрым компромиссом, если хочется вдруг фаршированный перец или голубцов, а готовить лень или нет времени, или все сразу, тогда я готовлю так, получается правда очень вкусно. Обязательно приготовьте, угостите вашу семью, ну и напишите мне комментарий, понравилось вам или нет, и конечно в комментариях делитесь своими рецептами, как вы тоже готовите простые, вкусные и полезные для здоровья блюда. Вот здесь появится, забыла сказать про лайк. Раз, два, три. Если видео было вам полезным и вы уже готовы приготовить такую вкусняшку, как я вам сегодня показала, обязательно оцените нашу работу, поставьте лайк. Если до сих пор не подписаны на канал, конечно же это сделайте и ударьте в колокол для того, чтобы вам приходило оповещение о том, что уже новое, интересное, полезное и что-то вкусненькое появилось на канале. Вот здесь появятся еще наши новые, полезные, интересные и, конечно, вкусные видео. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра, ну и, конечно, берегите себя.